Здравствуйте, дорогие друзья! Я Валерий Табаков, и сегодня, 5 сентября 2025 года, я обращаюсь к вам с сердцем, которое скорбит, негодует и исполнено праведного гнева. Война в Украине продолжается, унося тысячи жизней, разрушая города, семьи, превращая нашу страну в поле битвы за свободу и независимость. Дональд Трамп, президент США, недавно заявил, что он очень разочарован Владимиром Путиным из-за этой войны, назвав ее бессмысленной и позором. Но позвольте спросить, а что чувствуют миллионы украинцев, чьи дома стерты с лица земли, чьи близкие погибли под российскими бомбами, чья вера в справедливость растоптана, и не только российским сапогом. Я скорблю по каждому невинному, погибшему в этой войне, по разрушенным школам, больницам, церквям. Я негодую, видя, как международные обещания, данные Украине, превращаются в пустые слова. Мой праведный гнев направлен на тех, кто осмеливается торговать нашим суверенитетом, словно это товар на бирже. Лот. Владимир Путин, этот великий и дерзкий в своих фантазиях, пытается оправдать свою агрессию, утверждая, что НАТО кинуло Россию, нарушив обещание не расширяться на восток и отказав ей, России, в членстве. Это ложь и циничная манипуляция, чтобы скрыть его, Путина, имперские амбиции и страх перед свободной Украиной. Я, друзья, привык опираться на факты и международное право. И сегодня я разоблачаю ложь Путина, напомню о невинности Украины, о предательстве Будапештского меморандума, о том, как наш суверенитет стал предметом сделки, а также обращусь к совести Трампа. Я разберу, почему Украина не совершила никакого преступления, в отличие от исторических аннексий, вроде Кёнигсберга. Это будет серьезный разговор, но, друзья, правда – это наше оружие, и я призываю вас быть со мной до конца. Начнем с главного мифа, который Владимир Путин использует, чтобы оправдать свою агрессию против Украины. О том, что якобы НАТО кинуло Россию, нарушив обещание не расширяться на восток, и отказала ей, России, в членстве, вынудив его, Путина, защищаться. Он называет себя великим и дерзким лидером, которого обманули, и использует это как предлог для войны. В декабре 2021 года, перед полномасштабным вторжением в Украину, он направил НАТО и США ультиматум
требуя запрета на расширение альянса и вывода войск из стран, присоединившихся после 1997 года. Когда его требования отвергли, он начал войну, заявляя, что защищает Россию от угрозы НАТО. Это ложь, и я разоблачу ее по пунктам. Во-первых, никакого юридически обязывающего обещания о нерасширении НАТО не существовало. Путин ссылается на устные заверения, якобы данные в 1990 году во время переговоров об объединении Германии. Американский госсекретарь Джеймс Бейкер сказал Михаилу Горбачеву: НАТО не расширит свою юрисдикцию ни на дюйм на восток. Но это касалось только Восточной Германии. И это было временное заверение, чтобы убедить СССР согласиться на объединение Германии в составе НАТО. Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии 1990 года не содержит запрета на расширение НАТО за пределы Германии. Рассекреченные архивы подтверждают, эта фраза была частью неформальных дискуссий, а не международного договора. Сам Горбачев в 2014 году сказал: тема расширения НАТО вообще не обсуждалась в этом контексте. Даже российские политики, такие как Эдуард Шеварднадзе, подтверждали, что никакого обещания не было. Во-вторых, расширение НАТО было ответом на угрозы России, а не наоборот. После распада СССР в 1991 году страны Восточной Европы, Польша, Чехия, Венгрия, страны Балтии сами захотели вступить в НАТО, чтобы защититься от российской агрессии. Вспомните, СССР оккупировал эти страны в 20 веке, навязав им Варшавский договор. Их страх перед Россией был обоснован, особенно после войн в Чечне, Грузии и позже в Украине. НАТО – это оборонительный альянс, и его принцип открытых дверей закреплен в уставе. Любая демократическая европейская страна может присоединиться. Решения о расширении принимались консенсусом, а не Западом в одностороннем порядке. В-третьих, отказ НАТО в членстве России не оправдывает агрессию. В 1990-х и начале 2000-х Россия действительно интересовалась вступлением в НАТО. Борис Ельцин подавал заявку в 1991 году, а Путин в 2000-м говорил: почему бы России не стать частью НАТО? Но Альянс отказал, потому что Россия не соответствовала стандартам демократии, прав человека и рыночной экономики. Коррупция, авторитаризм и агрессия против соседей, Чечня, Грузия, делали Россию
неприемлемым партнером. Это был ее выбор, а не предательство Запада. В-четвертых, Украина не была угрозой для России. До 2014 года большинство украинцев не поддерживали вступление в НАТО. Опросы показывали, что только 20-30% населения выступали за членство. Аннексия Крыма и война на Донбассе изменили мнение украинцев. Но даже в 2008 году, когда НАТО дало Украине перспективу членства на саммите в Бухаресте, никакого плана действий не было. Украина оставалась партнером, а не кандидатом. Путин сам спровоцировал рост поддержки НАТО в Украине своей агрессией. Я заявляю, аргументы Путина – это циничная ложь, чтобы оправдать имперские амбиции. Россия нарушила Будапештский меморандум, Хельсинский акт, Парижскую хартию, требуя уважения к своему праву доминировать над соседями. Моя скорбь по жертвам Бучи, Мариуполя, Изюма, где эта ложь привела к геноциду. Мое негодование на тех, кто верит путинской пропаганде. Мой праведный гнев на лидера, который использует мифы, чтобы уничтожить свободную Украину, угрожающую его режиму своей демократией. Теперь давайте подтвердим. Украина не совершила никакого преступления, которое могло бы оправдать аннексию ее территорий. Россия аннексировала Крым в 2014 году, оккупировала части Донецкой и Луганской областей и начала полномасштабное вторжение в 2022 году. Это нарушение статьи 2.4 Устава ООН, запрещающей применение силы против территориальной целостности. Украина – суверенное государство с признанными границами. Мы не нападали на Россию, не угрожали ей, не нарушали договоров. Кто-то может сказать, но Россия же аннексировала Кёнигсберг, и это приняли. Но давайте разберем. Кёнигсберг, ныне Калининград, был частью нацистской Германии, развязавшей Вторую мировую войну, унесшую миллионы жизней. После поражения в 1945 году Потсдамская конференция передала Кёнигсберг СССР как репарацию в рамках послевоенного переустройства Европы. Это было решение союзников, основанное на вине Германии как агрессора. Украина же невиновна. Мы не начинали войн, не совершали геноцида, не угрожали миру. Напротив, в 1994 году мы отказались от третьего по величине ядерного арсенала в мире ради глобальной безопасности. Будапештский меморандум, подписанный США, Великобританией и Россией, гарантировал нам уважение суверенитета. Мы выполнили свою часть, но Россия растоптала свои обязательства, а другие подписанты не защитили нас. Я утверждаю, аннексия украинских территорий – это преступление без оправдания. Это не Кёнигсберг, где была историческая и юридическая основа. Моя скорбь
по разрушенным городам. Негодование на цинизм Путина, гнев на тех, кто позволяет ему лгать. Будапештский меморандум 1994 года – это боль и рана на душе каждого украинца. Мы отказались от ядерного оружия, поверив, что США, Великобритания и Россия будут уважать наш суверенитет, воздерживаться от угроз или применения силы. Это был акт доверия, шаг к миру, но Россия нарушила все. Аннексия Крыма, война на Донбассе, полномасштабное вторжение. США и Великобритания выражают глубокую озабоченность, но их действия не соответствуют обещаниям. Я вижу в этом нарушение международного права. Меморандум не просто бумага. Это обязательство великих держав. Его нарушение подрывает основы мирового порядка. Если договоры ничего не стоят, что защищает слабых от сильных? Я скорблю по каждому погибшему, верящему в эти обещания. Я негодую на предательство, гневаюсь на тех, кто позволяет Путину ссылаться на НАТО вместо выполнения обязательств. Теперь давайте обратимся к Дональду Трампу. В радиоинтервью 2 сентября 2025 года он заявил, что очень разочарован Путиным из-за войны в Украине, назвав ее бессмысленной. Он говорил о переговорах, о встрече с Путиным в Анкоридже в августе 2025 года, о необходимости сделки. Но его слова у меня, как у украинца, вызывают глубокое негодование. Что такое сделка в понимании Трампа? Это компромисс, где Россия, возможно, сохранит оккупированные территории, а Украина потеряет часть суверенитета. Это торг, где наша земля, идентичность, жизни становятся товаром. Я заявляю, суверенитет не продается. Это не нефть, не газ, не акции. Это кровь наших предков. Это будущее наших детей. Трамп угрожал Украине последствиями, если мы не согласимся на переговоры. В марте 2025 года он критиковал президента Зеленского за отказ от сделки по недрам. Это давление на жертву, а не на агрессора. Его прекрасное отношение с Путиным и красная дорожка в Анкоридже – это не посредничество, а попытка угодить диктатору. Западные СМИ, такие как The Wall Street Journal, назвали эту встречу провалом. Но для нас это предательство. Я скорблю по разрушенным городам, негодую на цинизм сделок, гневаюсь на тех, кто видит в нашей трагедии бизнес. Господин Трамп, я обращаюсь к вам. Вспомните о своей совести. Вы называете себя лидером свободного мира, но давите на жертву, а не на агрессора. Миф Путина о предательстве НАТО – это ложь, и вы обязаны ее разоблачить, а не использовать для торга.
Будапештский меморандум – это обязательство вашей страны. Вы должны защищать наш суверенитет, а не торговать им. Вспомните о миллионах украинцев, гибнущих под обстрелами, о детях в бомбоубежищах, о семьях, потерявших все. Вспомните о своей ответственности перед историей. Если вы хотите мира, встаньте на сторону справедливости. Поддержите Украину оружием, санкциями, реальной защитой. Не позволяйте нашей трагедии стать разменной монетой в ваших политических играх. Дорогие зрители, сегодня мы поговорили о боли, гневе и надежде. Путин лжет о предательстве НАТО, чтобы оправдать геноцид. Украина невиновна, наш суверенитет не товар. Будапештский меморандум предан, а Трамп торгует нашей свободой. Но мы не сдадимся. Мы боремся за свою землю, за свободу, за будущее. Я призываю вас, станьте нашими союзниками. Расскажите миру о нашей борьбе. Поддержите гуманитарные инициативы. Поделитесь этим видео, поднимите голос за справедливость. Наш суверенитет – это С вами был Валерий Табаков. Увидимся.